А вы знаете, что наша еда, то, что мы едим, может изменить наше ДНК? Вы знаете о том, как еда влияет на нашу генетику. Дорогие друзья, сегодня мы поговорим именно об этом, о том, как еда влияет на наш организм, на наше тело. Меня зовут Виктория Андерсон, я датский нутрициолог, диетолог и автор книги «Гармония счастья через осознанное питание». Для того, чтобы раскрыть эту тему, мы начнем с того момента, как мы перевариваем пищу. Когда мы берем кусочек еды, кладем ее в рот, то начинает уже происходить пищеварение. Выделяется слюна, различные пищеварительные ферменты. Мы начинаем жевать эту пищу и измельчаем ее с помощью зубов. Затем, глотая, комок пищи проходит по пищеводу и попадает к нам в желудок. Желудок – это мышца, и, естественно, она может растягиваться. Если мы едим много, желудок побольше. Если мы едим, нормально, то и желудок, соответственно, у нас небольшой. Все зависит от того, сколько мы с вами едим. Главная задача желудка – принять и собрать всю ту еду, которую мы только что с вами съели. И сделать из этой еды пюре. Как мы привыкли говорить, в желудке переваривается наша пища. Но на самом деле желудок ее не переваривает, а он ее мнет. Мнет до консистенции пюре. В желудке продолжает выделяться пищеварительные соки, соляная кислота. С помощью соляной кислоты наша еда обеззараживается от бактерий. И дальше она попадает в кишечник. Но прежде чем попасть туда, желудок ее мнет нашу еду. И когда уже у нас есть вот эта пюреобразная консистенция, он ее как бы выдавливает. Представьте себе тюбик зубной пасты, которую вы кладете или выдавливаете на зубную щетку. Вот таким же приблизительно образом, тоненькой струечкой, полосочкой наш желудок выдавливает нашу еду, которая уже пюрешечкой стала, дальше в 12-перстную кишку, где присоединяются уже ферменты поджелудочной железы. Выделяется желчь, пища попадает в кишечник и продолжает перевариваться, а именно раскладываться на молекулы. Обычно мы говорим о еде, о том, как, знаете, белки, жиры, углеводы, микро-макронутриенты или же витамины, минералы. И в некоторых случаях мы говорим еще как о калориях. На самом деле еда – это что-то гораздо большее. Итак, еда расщепляется благодаря пищеварительным сокам до молекул. И дальше они идут по тонкому кишечнику, где они всасываются. Из тонкого кишечника эти молекулы напрямую попадают к нам в кровь и в лимфу. По капиллярам они несутся как по скоростному шоссе каждой клетки нашего организма. На самом деле еда – это не что иное, как информация для наших клеток. В нашем организме имеется более 30 триллионов клеток, разных клеток, которые общаются между собой и взаимодействуют между собой. Например, клетки из кишечника подают сигнал в наш мозг, и они общаются с помощью химических сигналов между собой. И наша еда является точно такими же сигналами для наших клеток. Они дают информацию нашим клеткам. И информация может быть разная. И в зависимости от того, какую еду мы с вами едим, нашим клеткам поступает разная информация. Если мы едим какую-то некачественную пищу, то идет сигнал о том, что может развиваться воспаление, может организм вырабатывать какие-то неправильные для нас белки, опасные для нас белки. Если же мы с вами питаемся правильно и хорошо, качественно, то, соответственно, идет противоположный сигнал. Все у нас хорошо, клетка должна работать, давать нам энергию, вырабатывать какие-то гормоны для нас нужные и жить долго и качественно. Мало того, эти молекулы также влияют еще и на молекулы ДНК. Это уже давно доказано. То есть наше питание, наш образ жизни
влияет и может поменять ДНК. Ну, естественно, за счет питания мы не можем поменять цвет глаз или цвет кожи, но тем не менее, если у вас есть предрасположенность к диабету, к каким-то онкозаболеваниям, то с помощью еды можно поменять нашу генетику и не заболеть этими самыми вышеперечисленными заболеваниями. Гены, которые кодируют состояние нашего здоровья, какие-то риски, энергию, они могут меняться под воздействием этих самых молекул, которые дают сигналы. Представьте себе молекулы, которые вот буквально только что лежали у нас на тарелке в виде нашей еды. Подумайте об этом. Наша еда, а впоследствии молекулы, они создают среду для наших клеток. Эта среда может быть хорошей, но также она может быть и плохой, когда мы начинаем болеть потом, и какие-то у нас воспаления возникают, а затем и хронические заболевания. Поэтому это очень и очень важно понимать, как еда отражается на нашем организме. Казалось бы, но что тут такого? Мы едим, и все нормально, мы двигаемся, мы дышим, а на самом деле у нас в организме происходят совершенно уникальные процессы. У нас этакая фабрика, самая умная в мире машина, самый умный в мире компьютер – это наш организм. Так что же создает вот эту самую плохую среду для наших клеток? Из еды мы сейчас с вами перейдем к продуктам питания. Прежде всего это сахар. Сахар, который скрытый сахар, не просто никто из нас не ест ложками сахар, правильно? Но этот сахар, он находится в пакетированных соках, которые якобы очень полезны, в газированных водах, также находится в сиропах, во всех сахарозаменителях. Пусть это и не сахар, но это такое же пагубное влияние оказывает на наш организм, как обыкновенный сахар. Это быстрые углеводы. Это что такое? Булочки, пироженки, круассаны, всевозможные тортики, печенюшки, которые мы покупаем в супермаркетах. Это очень и очень опасно для нас. Это быстрые углеводы. И приносить они никакой пользы для нас не могут. Также это белый рис, белые макароны, различные каши быстрого приготовления. Все это очень и очень вредно, и нужно стараться убрать из нашего рациона. Полуфабрикаты, всякие лазаньи в соусе, которые приготовлены неизвестно в каком, какие-либо копчености, сосиски, колбасы, все, что быстро приготавливается, это, конечно, очень-очень удобно, но тем не менее очень и очень вредно для нашего организма. Пытайтесь этого избегать. Трансжиры – это всевозможные майонезы, маргарины, некачественные сливочные масла. Тоже обратите на это внимание. И, конечно же, разные кетчупы и соусы. В них чего только не кладут разных вредных для нашего организма веществ. Ну, а теперь давайте поговорим о хорошем, о том, какие же продукты несут нашим клеткам здоровье, долголетие, энергию. Это, конечно же, самый главный факт: нам всем, женщинам особенно, нужно научиться готовить самим, готовить дома, своим домочадцам, своим лучшим половинкам, своим деткам. То, что мы сами с вами покупаем и готовим, мы знаем, что мы туда положили. Когда мы с вами готовим дома, мы видим продукт, мы видим сырье, и мы с вами приготавливаем блюдо по своему усмотрению. Мы знаем, что мы туда положили, сколько и как. И какими ручками, кстати, это все было сделано, если что. Много клетчатки. Клетчатка – это все зеленые абсолютно салаты зеленолиственные. Это и шпинат, и руккола, это всевозможные зеленушки. И зелень, которая как петрушка, кинза, укроп. Это все всегда добавляйте в свой рацион. Это очень важно. В каждый прием пищи. И причем очень хорошо есть вот этот самый зеленый салат до того, как вы приступите к основному блюду.
длинные, долгие углеводы, полезные углеводы. Их тоже нужно иметь в нашем рационе, но опять же, это должны быть, если это каши, то они должны вариться не менее 15 минут. Это цельнозерновые крупы. Это, если это овсянка, повторюсь, она должна долго вариться. В советское время это был геркулес, я помню, у меня бабушка с дедушкой всегда завтракали им. Вот такие каши, гречневая каша хорошо, но бурый рис может быть также. Такие, которые долгие, долго нужно жевать, долго варить, и это не принесет вам никакого вреда, а наоборот только пользу. Фрукты тоже обязательно нужно иметь в своем рационе. Ну и белки. Это птица, это мясо, это яйца, твердые сыры, творог. Все это должно присутствовать в вашем рационе. Ну, к белкам, естественно, также еще дары моря относятся, вся рыба и креветки и все остальное. У кого есть такие возможности, то тоже необходимо включать их хотя бы иногда в наш рацион. Ну, рыбу нужно почаще, хотя бы раз в неделю, а вот эти вот все дары моря, которые такие экзотические, это можно себя иногда этим и побаловать. Ну и, конечно же, свою тарелку вы должны составлять таким образом, как здоровая тарелка. Вы знаете, гарвардская тарелка, она идеальная, она уже учеными доказана и всеми рекомендуется. Вот, посмотрите, как она выглядит. Так должна выглядеть ваша правильная, здоровая тарелочка, где много овощей, клетчатки, где немножко долгих углеводов, где есть белок, где есть какие-либо немножечко фруктов. И если вы будете так питаться и при этом соблюдать также еще и питьевой режим, то вы будете здоровы, полны энергии и, конечно же, будете счастливы, потому что качество вашей жизни изменится, вы почувствуете вот этот прилив сил, и вам захочется творить, делать что-то и покорять мир. Дорогие мои друзья, спасибо, что были сегодня у меня в гостях. Я надеюсь, что я уложилась в очень короткое время, объяснив вам такую важную тему, как еда отражается на нашем организме. Постаралась это все изложить очень так элементарно, как я говорю, в мультиках, доступно. И надеюсь, это видео принесет вам также какую-то пользу. Ну а в следующий раз я бы хотела с вами поговорить об инсулинорезистентности, о том, почему мы не можем никак сбросить пару лишних килограмм. Но это будет в следующий раз. Дорогие мои друзья, спасибо большое за ваше внимание, за ваше время, за то, что вас становится у меня все больше и больше. Всех вас люблю и до новых встреч. Будьте все здоровы и счастливы. С вами была любящая вас Виктория. Пока!